Привет, ребятки. Меня зовут Маша. У всех в жизни бывают разного рода love story. Начиная от «я влюбилась в парня, который живет в другом городе», и заканчивая «я встречалась с парнем, спустя год отношений он признался мне, что голубой». Моя история поначалу кажется достаточно банальной, но не спешите делать выводы. Итак, мне было 15 лет, когда это произошло. Все мои одногодки казались мне несерьезными. Я все время общалась и встречалась с парнями, которые были на 3-4 года старше меня. Но так уж сложилось. Так вот, я влюбилась в мужчину, которому было 40 лет на тот момент. Повторюсь, мне 15. Ну, влюбилась — это громко сказано. В общем, он начал за мной ухаживать. Регулярно на выходных я зависала с девчонками в одном из клубов. Естественно, к нам постоянно лезли знакомиться малолетки. Ну, то есть ровесники. Но мы, естественно, их динамили. Отказывали в знакомстве. В один момент к нам подошел взрослый мужчина и предложил угостить нас коктейлями. Мы, конечно же, сразу согласились. Он был красивый, опрятный, и по нему было видно, что он обеспеченный. В общем, я была как будто под гипнозом. Честно, сколько я встречалась с парнями, которые старше меня, но я никогда не чувствовала того, что я чувствую сейчас. Мы были очень уставшие и сказали ему, что, наверное, уже будем ехать домой. Конечно же, я знала, что он предложит подвезти нас на своей машине. Так и произошло. Когда мы подошли к его машине, я была в шоке, насколько она дорогая. Мне было очень интересно, кем он работает, что у него столько денег. Сев в машину, мы начали думать, кого первым отвезти домой. Так как моя подружка Аня жила ближе к этому клубу, то мы решили сначала ее отвезем, а затем меня. Ух, сказала я себе на тот момент, понимая, чем все это закончится. Мы отвезли Аньку домой и поехали дальше. Боже, если бы кто-то знал, как мне на тот момент было с ним хорошо. Как будто мы были знакомы всегда. Я даже не комплексовала, что он старше. Я этого не чувствовала. Мы с ним общались на одной волне. После этой ночной поездки мы начали встречаться. Он мне очень нравился, и я ему тоже, по его словам. Родителям я не говорила про Игоря. Ой, забыла уточнить, что его зовут Игорь. Так вот, родителям я не говорила про Игоря, потому что знала, что они воспримут эту новость с негативной стороны. А мне этого не хотелось. Поэтому я молчала. Я попросила его, чтобы он не встречал меня после школы, чтобы не вызывать подозрения у людей. Сами знаете, как это бывает. Коротко говоря, мы скрывали наши отношения как могли. Первый месяц все было прекрасно. Мы катались на его тачке, ездили в дорогие рестораны. Он покупал мне много одежды и украшений. Короче, для меня Игорь делал все. Прошло полгода наших отношений. Я заметила, что сейчас все как-то по-другому стало. Виделись мы раз в неделю. Я ему могла звонить, он не брал трубку и даже не перезванивал. В общем, я поняла, что у этой любовной истории наступил конец. Love story-то закончилась. Но вот другая история только начиналась. Меня начало тошнить каждый день. Я не могла никуда ходить. Я сидела дома, потому что мне было очень плохо. Родители решили, что мне надо обследоваться у врача. Мало ли какая-то инфекция. Но нет. И как это бывает в разных сериалах, я была беременна. В этот момент я не знала, что думать. Родители не понимали, что происходит, и были в огромном шоке вместе со мной. Меня сразу же начали допрашивать и отчитывать. На родительский вопрос «кто это?» я отвечала, что не знаю. Я понимала, что если я признаюсь родителям про Игоря, то его посадят. А я не хотела этого, потому что любила. Я решила, что сначала я сообщу Игорю, а мы вместе решим, что делать дальше. Мы встретились уже не в ресторане, а просто в его машине. Я смотрела в его холодные глаза и не видела в них уже ничего родного. Набравшись смелости, я ему все рассказала. Ответ, который я услышала, убил меня полностью. «Сколько тебе нужно, чтобы ты отвяла, отцепилась и больше мне не звонила?» — сказал мне Игорь. На что я спросила у него, что происходит и почему он так начал ко мне относиться. Он рассказал мне, что у него есть семья, жена и 2 дочки. Не слушая ничего дальше, я со слезами на глазах вылетела из его машины и бежала сама не знаю куда. Коротко говоря, мы сделали аборт. И Игоря я больше не видела. Сейчас мне уже 25. У меня, слава богу, уже есть семья и любящий муж. У меня все хорошо. Я счастлива. Что хочется сказать? Будьте аккуратны в каждых отношениях. Все равно когда-нибудь вы найдете того самого любимого человека и будете счастливы. А ваши ошибки пускай навсегда останутся там, где вы их совершили.